Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать о 70 реальных фотографиях, которые невозможно объяснить. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. В нашем мире достаточно много таинственных вещей, и о многих из них мы уже рассказывали в своих роликах с тайнами мира. В этом же видео я хочу рассказать о реальных фотографиях, которые невозможно объяснить. Вы увидите все эти фото и услышите описание каждого из них. Однако мы не сможем дать четкого ответа на вопрос о том, что изображено на этих фотографиях. Если у вас будут логичные мысли по этому поводу, милости просим в комментарии к данному ролику. Начнем. 1. Лобокские огни. С августа по сентябрь 1951 года над Техасом и Нью-Мексико люди наблюдали в небе светящиеся огни. Супружеская пара на окраине Альбукерке заметила над домом объект, похожий на крыло самолета. А через 20 минут жители Лобока увидели цепочку голубовато-зеленых огней, а радары зафиксировали движущийся объект. Расследовать инцидент поручили Эдварду Руппельту, руководителю проекта «Голубая книга» ВВС США. Чем же были эти странные огни, неизвестно до сих пор. Одни считают, что это отраженный свет от перелетных птиц, другие, что это огни в тумане, а третьи были уверены, что это НЛО. В 2019-м по мотивам расследования вышел сериал «Проект Синяя книга» на телеканале History. 2. Черный рыцарь. В 1960 году около земной орбиты был замечен необычный летающий объект черного цвета. Военные США посчитали, что это спутник-шпион, но не нашли этому подтверждения. Черного рыцаря видели еще несколько раз. Он периодически появляется и исчезает. Любители всего непознанного считают, что это тысячелетний спутник внеземного происхождения. Более реалистичные версии склоняются к космическому мусору. 3. Девочка-фантом из Красноярска. Креативный директор одной из красноярских компаний обратилась в местный краеведческий музей, чтобы найти старые фотографии города для одного из проектов. На более чем 2 десятках снимков музейные работники обнаружили одну и ту же девочку с длинной косой и зонтиком, в похожей одежде и с отрешенным выражением лица. Девочка позирует на фоне городского театра, моста через Енисей, собора, торгового дома, но не всегда она стоит на первом плане. Чтобы заметить фигуру таинственной незнакомки, порой нужно приглядеться. Имя девочки и автора фотографий остается загадкой. На некоторых снимках стоит подпись ФЕА, но с такими инициалами не было ни одного известного городского фотографа. 4. Призрак Фредди Джексона. Фредди Джексон был авиамехаником королевских ВВС во время Первой мировой войны. Его эскадрилья располагалась на борту корабля «Дедал». Мужчина трагически погиб в 1919 году. Его похороны проходили в тот же день, когда был сделан этот снимок. Друзья Джексона посчитали, что так он решил проститься с командой. 5. Душа боксера Лютера Маккарти. 24 мая 1913 года состоялся бой между Лютером Маккарти и Артуром Пелки. Через 2 минуты после начала боя от легкого удара противника Маккарти рухнул. Пока рефери отсчитывал 10 секунд, столб света упал на тело боксера. И все это время он освещал лежащего на полу Лютера. Через 8 минут врачи установили, что Маккарти скончался от кровоизлияния в мозг. На следующий день арена, где происходил бой, сгорела дотла. 6.
Гибель тургруппы Дятлова. История тургруппы Дятлова является, пожалуй, самой главной загадкой XX века. В ночь на 2 февраля 1959 года группа из 9 туристов под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах. Палатки были порваны, а тела находились в нескольких километрах от стоянки. Существует несколько версий произошедшего, начиная от простой лавины и заканчивая откровенной мистикой. На протяжении всего маршрута дятловцы вели дневники и много фотографировали. Но среди портретов и пейзажей был обнаружен странный снимок. Светящиеся шары на фоне черного неба добавляют в эту историю еще больше мистики. Кто-то видит на них просто Луну, а кто-то даже НЛО. 7. Кто положил Беллу в ведьмин вяз? За этой фразой скрывается одно из самых таинственных происшествий Англии. 18 апреля 1943 года 4 подростков прогуливались в чаще Хагли-Вуд. Место это считалось проклятым пристанищем злых духов и ведьм. Мальчишки решили залезть в большой старый вяз, чтобы найти там яйца. Но вместо яиц они нашли череп. Это была молодая женщина. Спустя некоторое время после произошедшего на стене рядом с вязом появилась надпись «Кто положил Беллу в ведьмин вяз?». Это дало следователям новую зацепку, и они принялись искать некую Беллу. Надпись на протяжении нескольких десятилетий появлялась на стенах соседних домов и заборах. Кем была Белла, кто и зачем оставлял послание следствию, так и не удалось узнать. 8. Квартира Митасова. В харьковской коммунальной квартире в середине 80-х проживал Олег Митасов. Работал он заместителем директора магазина и вел жизнь обычного гражданина. Если бы не одно «но». У Митасова было психическое расстройство, предположительно шизофрения. Он писал на городских стенах фразы, состоящие из несвязных слов, такие как «где на земле, звезд с неба не срывать», Ленин, Митасов и Век-Вак, но интереснее всего выглядела квартира Олега. Эта семикомнатная коммуналка была заполнена странными надписями. Они покрывали мебель, пол, стены и даже потолок. Художник стал живой городской легендой, а у его творчества появились поклонники. В 1999 году Олег Митасов ушел из жизни. Его родители сделали ремонт и закрасили все граффити. 9. Битва за Лос-Анджелес. В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе прозвучала сирена, и ночная тревога, а артиллеристы открыли шквальный огонь. Военные предполагали, что на город напал противник. Но на пресс-конференции министр ВМС Франклин Нокс заявил, что это была ложная тревога. 26 февраля газета «Лос-Анджелес Таймс» опубликовала фотографию, которая была воспринята сторонниками теории заговоров неоднозначно. В свете прожекторов они увидели инопланетный корабль. Однако корреспонденты утверждают, что это игра света, тени и ретушь снимка. 10. Женщина в черном, которая появляется и исчезает. Этой историей поделилась одна из интернет-пользовательниц. На ее семейном фото 1944 года среди членов семьи почему-то стоит загадочная женщина в черном, которой не существовало на самом деле. Но дети, выросшие в этом доме, несколько раз замечали незнакомку. Обычно она была одета в облегающее платье, носила брошь на талии и убирала волосы в пучок. Но кто она, как появлялась и исчезала в доме, никто не знал. 11. Охранники летающей тарелки. На сайтах, посвященных инопланетной тематике, этот снимок бурно обсуждают. И понятно почему. На нем изображены 2 реактивных самолета военной авиации, а между ними нечто, похожее на летающую тарелку. Что на самом деле происходит на фотографии, неизвестно. Однако пользователи уверены, что НЛО появилось на снимке благодаря фотошопу. 12.
Лицо на Марсе. На фотографии поверхности Марса, сделанной в 1976 году, можно разглядеть огромное человекоподобное лицо, а рядом с ним нечто напоминающее пирамиды. Так у этого места появилось название «Марсианский сфинкс». На протяжении десятилетий этот снимок давал людям надежду на возможный контакт с представителями внеземной цивилизации. Но в 2001 году станция Mars Global Surveyor сделала более детальную фотографию, благодаря которой стало ясно, что лицо было лишь визуальной иллюзией, созданной игрой света и тени, а пирамиды – это обычные скалы. Правда, не всех убедило данное заявление, ведь за столько лет загадочные постройки можно было легко уничтожить, чтобы навсегда скрыть их от любопытных глаз. 13. Тень самурая за спиной у девочки. Не так давно один пользователь сети поделился странной историей. Его знакомый фотографировал дочку на пляже, а после, рассматривая снимки на смартфоне, увидел странную фигуру, которая прячется за девочкой. В тот день на пляже никого не было. Если присмотреться к изображению, можно заметить черные ботинки, выглядывающие из-за ног девочки, а также кусок голубой рубашки справа. На других снимках, сделанных в то же время и в том же месте, за спиной у девочки никого нет. Так чьи же это ноги? Логичного объяснения тому, что происходит на данном фото, пока не нашлось. 14. Загадочные дыры на дне океана. Во время очередного погружения дайверы столкнулись со странным явлением. На дне океана они увидели ровные отверстия, выстроенные в прямую линию. Ученые пока не могут дать этому факту научное объяснение, но полагают, что дыры сделаны каким-либо существом. Возможно, таким образом оно пыталось создать систему вентиляции. Уже не в первый раз ученые находят загадочные отверстия на дне. Однако на данный момент нет исследователей, готовых посвятить себя их изучению, а потому происхождение таких дыр остается загадкой. 15. Женщина в коричневом пальто во время убийства Кеннеди. Женщина в коричневом пальто или леди-бабушка, как ее позже назвали ФБР, находилась очень близко к президенту Джону Кеннеди, когда он был убит в Далласе. Согласно свидетелям, эта женщина засняла весь процесс убийства. Она находилась в очень важной точке обзора и могла бы ответить на вопрос, что же именно случилось в тот день. Однако ФБР так и не смогли разыскать женщину или идентифицировать личность этого загадочного наблюдателя. Ни одна фотография с места убийства не запечатлела ее лицо, а видео, которое она снимала, не было обнаружено, несмотря на запросы правоохранительных органов. 16. Огни Феникса. Огни Феникса – это ряд ярких неподвижных огней, которые наблюдали тысячи людей над городом Фениксом в штате Аризона, США и городом Сонора в Мексике 13 марта 1997 года. Военно-воздушные силы США объяснили, что огни были сигнальными ракетами, сброшенными во время учений. Однако эксперты опровергли это. Более того, они вновь появились над Фениксом в 2007 и 2008 годах. Объяснение этому явлению так и не было найдено. 17. Солуэй Фердский космонавт. Англичанин Джим Темплтон сделал эту фотографию своей дочери на прогулке в 1964 году. Когда он делал фотографию, он не заметил ничего странного в той болотистой местности, где они вдвоем находились. Однако, когда он проявил фотографии, то заметил, что на снимке позади его дочери было запечатлено нечто, похожее на космонавта. Но рядом никого не было в то время, когда Темплтон фотографировал, а специалисты Kodak подтвердили, что фотография не была изменена. 18. Загадочный большой палец. На этой фотографии из 4 детей у мальчика в черном справа возле уха виден чей-то большой палец, который не принадлежит никому из детей. 19. Инцидент в озеро Фалкон. 20 мая 1967 года Стефан Мичелок находился в лесу возле озера Фалкон в Манитобе, Канада. Рядом он увидел 2 НЛО в форме сигар.
Когда дверь одного из объектов открылась, Мичелок услышал голоса и попытался поговорить с существами, находившимися внутри. Но когда он приблизился к двери, то не смог различить ничего, кроме лабиринта огней. Внезапно дверь летательного аппарата закрылась, и объект поднялся, выбросив горячий воздух на мужчину через решетчатое отверстие, который привел к тому, что его одежда загорелась. В больнице врачи были крайне удивлены решетчатым рисунком ожогов на груди пострадавшего, что и можно увидеть на фотографии. 20. Путешественник во времени. Эта фотография была сделана в 1941 году после повторного открытия моста Саут-Форкс в Канаде. С первого взгляда кажется, что на фотографии нет ничего необычного, но если приглядеться, то можно заметить, что один мужчина одет довольно современно, на нем модные темные очки, и в руках у него современная камера. Для сравнения, в обведенном кружке слева мы видим мужчину с камерой, типичной для того времени. 21. Мадонна со святым Джованнино – это одна из самых известных необъяснимых изображений всех времен. В то время, как внимание на картине направлено на Марию, можно заметить нечто странное, парящее над ее левым плечом. Объект очень похож на НЛО, а внизу видны мужчина с собакой, которые смотрят вверх на летающую тарелку. 22. Скунсовая обезьяна. В 2000 году неизвестная женщина сделала 2 фотографии предположительно скунсовой обезьяны и отправила их с письмом во Флориду в отдел шерифа. В письме она написала, что она сфотографировала монстра в своем дворе 3 раза приходившего ночью за яблоками, которые она оставила на заднем крыльце. Охотники за снежным человеком назвали существо скунсовой обезьяной из-за внешнего сходства и неприятного запаха, исходящего от него. 23. Мобильный телефон в фильме Чаплина. В треках DVD фильма Чарли Чаплина «Цирк» люди могли посмотреть короткий фильм и фотографии премьеры фильма в 1928 году, где можно увидеть женщину, которая, судя по всему, говорит по мобильному телефону. Режиссер Джордж Кларк заявил, что это является доказательством существования путешественников во времени. Некоторые высказали предположение, что женщина использовала слуховую трубку, но это не объясняет, почему она разговаривает по аппарату. 24. НЛО на дне Балтийского моря. В 2012 году шведская исследовательская команда обнаружила загадочный 18-метровый диск на дне Балтийского моря. Этот объект, по всей видимости, созданный разумными существами, выглядел как космический корабль из «Звездных войн». Теории, касающиеся его происхождения, включали НЛО, затопленную нацистскую подводную лодку или вход в потусторонний мир. 25. Огни Хесдалина. Огни Хесдалина представляют собой светящиеся объекты, которые наблюдали в долине Хесдалин в Норвегии с 1940-х годов. Высокая активность огней Хесдалина наблюдалась в декабре 1981 и до лета 1984 года, когда их видели 15-20 раз в неделю. Огни были яркими, белыми или желтыми и часто неподвижно висели в воздухе. В 2007 году группа учителей, студентов и ученых решили изучить это явление. Эту фотографию огней сделали ясной ночью с выдержкой в 30 секунд. Анализ объекта говорит о том, что он состоит из кремния, железа, титана и скандия. 26. Швейцарские часы в запечатанной древней гробнице. Когда открыли гробницу династии Мин, то ученые никак не могли подумать, что найдут там часы-кольцо с надписью «Свис, Швейцария». Как такое может быть? Пока ответов нет. Возраст находки оценивается в 400 лет. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что гробницу до этого никто не открывал и подбросить ничего не могли. Как же тогда эти часы там оказались? 27. Палец длиной 38 сантиметров из Египта. Находка швейцарского предпринимателя и любителя древностей Грегора Спёри до сих пор вызывает массу вопросов.
С его слов, в 1988 году его свели с расхитителем гробниц, который и показал Грегору данный артефакт. Спёри описывает его как очень легкий и невероятно большой. К сожалению, данный палец ему так и не продали, хотя показали и сертификат подлинности, и рентгеновский снимок. На данный момент их нахождение неизвестно. Отчаявшийся швейцарец попробовал найти продавца через 10 лет, но его поджидала неудача. До сих пор неизвестно, был ли этот артефакт подлинным доказательством существования великанов или умелой мистификацией. 28. Фотография призрака в отеле Стэнли. Данное фото было сделано Генри Яу, директором по связям с общественностью детского музея в Хьюстоне. Он вместе с женой остановился в этом отеле и решил запечатлеть интерьер холла на память. По его словам, после того, как он сфотографировал вестибюль, он всю ночь ощущал беспокойство и слабость. Каково же было его удивление, когда утром на данном снимке он обнаружил то, чего точно не видел в объективе. Существует много гипотез, что же все-таки сфотографировал датчанин, но до сих пор полностью достоверного объяснения так и не найдено. 29. Пирамида на Луне. Есть множество фотографий с поверхности Луны, которые вызывают массу вопросов. На этой можно увидеть четкую пирамидообразную фигуру, которую точно не назовешь результатом игры света и теней или каким-либо природным образованием. Так что все-таки происходит на нашем извечном спутнике? Интересно, когда мы сможем узнать всю правду? 30. Светящиеся шары в реке Меконг в Таиланде. Огни поднимаются из реки и, пролетев несколько сотен метров, исчезают. С чем это связано, современная наука пока не может объяснить. Сами жители считают, что за этим стоит Наг, человек-змея, обитающий в реке. И так как данное явление происходит почти всегда в октябре, местные жители даже проводят фестивали, посвященные этому событию. Так все же, что это за шары? Может, скоро ученым удастся это понять. 31. Знаменитая фотография НЛО. Наверное, это самая знаменитая фотография НЛО за всю историю. До сих пор ведутся жаркие дебаты, подделка это или оригинал. Сама фотография была сделана в 1950 году в США, как раз в то время, как страна только-только отошла от радиоспектакля «Война миров», что повлек за собой всеобщую панику и страх перед непознанным. Данная фотография оставляет больше вопросов, чем ответов, так как полностью доказанной гипотезы ее возникновения нет до сих пор. 32. Необъяснимые круги в Южной Африке. Эти таинственные круги в пустыне Намибии сами бушмены называют кругами смерти и опасаются к ним приближаться. Ученые выдвигают много гипотез, от термитов до огромного подземного растения, но ответов нет ни у кого, и этот вопрос остается открытым по сей день. Самые невероятные гипотезы сводятся к тому, что данная долина, к слову, самая засушливая в мире, может быть как-то связана с НЛО. Кто знает? 33. Фото с космического корабля «Аполлон-17». Эта фотография была сделана в 1972 году во время полета космического корабля «Аполлон-17». Она была сделана на поверхности Луны. Сначала участники полета думали, что на снимке ничего не видно, так как он был сильно переэкспонирован. Но потом выяснилось, что на снимке изображена пирамида. Существует ли на Луне нечто большее, чем мы думаем? 34. Огни на Марсе. Эта загадочная фотография выглядит так, как будто она была сделана посреди пустыни. Но на самом деле это фотография марсохода Curiosity, посланного НАСА на Марс. Кажется, что по другую сторону долины излучается свет, но никто не знает, откуда он пришел. Считается, что Марс необитаем, так что же может произвести такой уровень света? Снимки были отправлены на Землю с космического марсохода, но вместо того, чтобы поделиться содержательной информацией, возникло больше вопросов. Есть ли все-таки жизнь на Марсе? 35.
Еще один монстр прячется в водах Австралии. Хотя Австралия полна змей, пауков и загадочных насекомых на суше, ее воды не намного безопаснее. Некоторые смельчаки сделали этот снимок у берегов Австралии, прежде чем спастись бегством, потому что понятия не имели, что это за монстр. Снимок сделан в 1964 году в Квинсленде, Австралия. Французский фотограф Роберт Серик сфотографировал огромную змею, плавающую в воде. Нет никакого объяснения тому, как она попала сюда, или что это было на самом деле, но она напоминает угря, который может достигать 24 метров в длину. 36. Динозавры во время гражданской войны, хотя считалось, что динозавры вымерли задолго до появления людей на планете, странно видеть этих солдат гражданской войны, стоящих вокруг чего-то, напоминающего птеродактиля. Неужели мы все это время ошибались насчет динозавров? Как нам подсказывает история, птеродактили вымерли бы во время гражданской войны. Некоторые думают, что это фото было отредактировано с течением времени, но оно кажется слишком странным, чтобы быть подделкой. Может быть, мы никогда не слышали об этой птице, потому что все они были убиты еще до нашего рождения. 37. Исцеляющее прикосновение. Эта женщина сидела в церкви и молилась, когда кто-то сфотографировал ее. Она была в глубокой задумчивости и даже не заметила, что кто-то сидит позади нее. Только когда человек проявил фотографию, они заметили призрачную фигуру позади нее. Когда они показали изображение священнику в церкви, они растерялись еще больше. Священник сказал им, что это призрак целителя, который, как известно, часто посещал церковь. Мы предполагаем, что не все духи хотят тебя поймать. 38. Дедушка пришел поздороваться. Без какого-либо контекста это кажется относительно нормальным изображением женщины и кого-то, кто случайно вошел в кадр. Когда был сделан снимок, женщина была вдовой в течение 13 лет, а стоящая за ней фигура оказалась ее мертвым мужем. Она была единственной на снимке, когда он был сделан. Однако, когда они проявили фотографию, они поняли, что на ней был призрак ее покойного мужа. Как будто он хочет быть рядом, чтобы убедиться, что с ней все в порядке и что она под защитой. 39. Это йети, с тех пор, как кто-то заметил обезьяноподобную фигуру, идущую по лесу. Лесной человек стал мишенью для многих сторонников теории заговора. Этот конкретный снимок был сделан в Бикоттер, Западная Вирджиния, и на нем видно то же самое существо, возвращающееся в лес. Хотя с такого расстояния трудно разглядеть, некоторые люди считают, что это достаточное доказательство того, что йети действительно существует. Другие думают, что это просто человек или тень, но нет никакого способа узнать наверняка. Мы предполагаем, что охота на лесного человека продолжается. 40. Леди маяка. Маяки, как правило, вызывают немного жуткое ощущение, потому что всегда, кажется, есть история о том, кто там умер. Этот маяк, например, вызывает недоумение у людей, потому что они клянутся, что видят девушку, стоящую на нем. Оказывается, эти люди не кричали «призрак», потому что кто-то сфотографировал маяк, на котором видно фигуру женщины. Никто не знает, почему она здесь и кто она, но большинство людей думают, что она призрак, обитающий на маяке. 41. Не смотри назад. Если тебя легко напугать, это фото может вызвать кошмары. Позади этих трех мальчиков в темноте видны три парящих шара и высокая загадочная фигура слева. Эти люди не обращают внимания на то, что скрывается за ними, но, наверное, так лучше. Увидев фотографию, они, вероятно, больше не возвращались в это место, опасаясь, что эта фигура нападет на них. Это похоже на начало фильма ужасов, когда дух демона возвращается после некоторого отсутствия. 42. Человек, свисающий с потолка. На этой фотографии запечатлена семья Купер во время их новоселья в Техасе в 1950-х годах. Когда эта семья сидела за столом за ужином, они решили сфотографироваться.
Кажется, они совершенно не обращают внимания на человека, нависающего сверху, вероятно потому, что этого человека не было видно, пока изображение не было проявлено. Эти люди понятия не имели, что они обнаружат, когда увидят фотографию, и были в ужасе, обнаружив дух, скрывающийся на их фотографии. Некоторые люди говорят, что это пятно на линзе, но это слишком похоже на человека, чтобы ошибиться. 43. Движение на Марсе. На вопрос о жизни на Марсе до сих пор нет ответа, и на эту тему было много споров из-за нехватки кислорода, который мешает жизни процветать. Однако, когда марсоход сделал снимок через 3528 дней своей миссии, ничего такого не произошло. Когда тот же снимок был сделан всего 12 дней спустя, что-то изменилось. Камня в центре формации раньше не было, и он как-то возник случайно. Как он попал туда, когда на планете нет жизни? 44. Небольшой мужчина прячется в тумане. Все знают, каким жутким может быть лес, особенно ночью или в сильный туман. Ничего хорошего в лесу в фильмах не происходит, поэтому все мы должны знать, что фотосъемка в тумане не приведет к радуге и солнечному свету. После того, как эти подростки позировали для фотографии в лесу, они посмотрели на снимок и поняли, что на заднем плане стоит темная фигура. Если это не заставит тебя бежать, спасая свою жизнь, мы не знаем, что заставит. 45. Королевский призрак. Если ты знаешь Хэмптон-Корт, то тебе известно, что эта королевская резиденция тщательно охраняется. Хотя посетителям разрешено бродить, их очень редко оставляют одних, чтобы исследовать территорию. Поэтому охранники были поражены этим происшествием. Когда дверь открылась и закрылась, охранники начали действовать, так как им показалось, что они видели гуляющую фигуру. Однако, когда они прибыли на место происшествия, то не смогли найти никого, кроме этой призрачной фигуры на ленте слежения. 46. Мобильный у рабочего в 1943. Этим фото из 1943 года поделился британский видеоредактор Стюарт Хамфрис, который занимается колоризацией старых черно-белых фотографий. На снимке запечатлены обычные рабочие, которые после трудовых будней отдыхают на пляже. В центре кадра можно заметить мужчину, который держит в руках некий предмет, внимательно вглядываясь в него. Подписчики Хамфриса предположили, что положение рук и пристальный взгляд напоминают сегодняшнее поведение обладателя мобильного телефона. Противники этой теории, как и сам Стюарт Хамфрис, пришли к выводу, что мужчина мог быть увлечен скручиванием папиросы. 47. Серфер из 1917-го. На фотографии, сделанной более 100 лет назад в Канаде, запечатлена группа людей, сидящих на склоне. Снимок обнаружили в книге «Великая история Кейп Скотта» в 1974 году. Мужчина в центре снимка явно выделяется среди остальных. Кажется, что его одежда не соответствует времени, он выглядит довольно современным в сравнении с остальными людьми на фото. Из-за своей позы на снимке молодой человек получил прозвище «парень-серфер». Если присмотреться внимательнее, окажется, что вид серфера не так уж и необычен. Первые футболки начали выпускать еще в конце XIX века, а шорты носили многие рабочие того времени. Загадочными остаются только взгляды других участников фото, которые, как кажется, не были готовы к присутствию этого человека в кадре. 48. Операция Гоморра. В 1932 году журналист Джон Бернард Хаттон и фотограф Йоахим Брандт отправились в Германию на судостроительную верфь, чтобы сделать репортаж. Когда корреспонденты добрались до места, они поняли, что попали под воздушный налет. Спасаясь, Брандт даже успел зафиксировать на пленку пожар и разрушения. Когда снимки проявили, оказалось, что на них не было запечатлено ничего необычного. Редактор издательства обвинил мужчин в пьянстве и распорядился не печатать их историю. Спустя много лет Хаттон, открыв газету, увидел материал об операции Гоморра.
По его словам, снимки отражали события 11-летней давности. Возможно, этим заявлением он хотел привлечь внимание к своей персоне. Или же редактор сделал справедливое замечание. 49. Мобильная связь в 1930-х. В документальном фильме США, который был снят в 1938 году, в кадре появилась молодая женщина. Она оживленно вела беседу, прижав к уху предмет, напоминающий современный мобильный телефон. В 2012 году загадку кинокадров раскрыл человек, который назвал себя потомком той женщины. Выяснилось, что и сама обладательница телефона жива. По словам мужчины, в ролике показана его прабабушка Гертруда Джонс, которой на момент съемок было 17 лет. Женщина поведала правнуку о тестировании беспроводного прототипа мобильного телефона, изобретенного в 1930-х годах на предприятии связи в штате Массачусетс. Гертруде и еще нескольким участникам выдали устройство для проведения недельного тестирования. На кинокадрах девушка разговаривает по беспроводному устройству с другим участником эксперимента, который идет неподалеку. Тем не менее, официального заявления и доказательств так и не было предоставлено. 50. Первый смартфон. На фотографии 1962 года изображен бразильский футболист Гаринча. В руках у него награда за победу в финале Кубка мира. Среди множества фотографов внимание привлекают двое мужчин. Вместо громоздких камер они держат в руках нечто напоминающее мобильный телефон с сенсорным экраном. Вероятнее всего, на фото изображена камера с двумя объективами марки Yashica. Согласно рассказам, эта популярная японская камера выпускалась в 1950-1980-х годах и, следовательно, была весьма актуальной в 1962 году. 51. Человек с зонтом. 22 ноября 1963 года в Далласе был застрелен глава Соединенных Штатов Джон Кеннеди. В тот же день следователи начали допрашивать зрителей и фотографов, которые присутствовали на мероприятии и снимали президента. Во время анализа отснятых материалов специалисты заметили мужчину, которого прозвали «человеком с зонтом». Очевидцы утверждали, что мужчина, увидев, как автомобиль Кеннеди замедлил движение, повернул зонт по часовой стрелке. Через несколько секунд прозвучали выстрелы. После убийства президента человек с зонтом сел на тротуар, а затем направился в сторону книгохранилища, откуда, по основной версии, велась стрельба. Возможно, что его действия были простым совпадением, а на фоне трагедии их расценили как признаки теории заговора. Однако за 55 лет личность человека с зонтом так и не была установлена. 52. Лицо в телевизоре. На переднем плане видны двое детей, занятых игрой. Кроме яркого красного отблеска на правой стороне, есть еще одна странность, которая появляется на этой фотографии. На экране телевизора появляется нечто похожее на лицо младенца. Изображение выглядит очень размыто, будто это просто отражение света на экране телевизора. 53. Пятая жена короля. Это изображение, по-видимому, показывает Кэтрин Говард, пятую жену короля Генриха VIII, которая была казнена в 1542 году. Говорят, что она является привидением, появляющимся в комнате Хорна во дворце Хэмптон-Корт. 54. Ракета из древности. Рисунок в пещере, датированный 500 годом до нашей эры, подозрительно напоминает современные ракеты. Но в то время не было ни велосипедов, ни автомобилей, ни самолетов. Историки и любознательные юзеры по сей день ломают голову над тем, как ракета попала на стену древней пещеры. 55. Кто в отражении? До того, как фотографии селфи стали популярными, позирование перед зеркалом и показ двух своих сторон тоже были в тренде. Однако на этой фотографии все оказалось иначе. На снимке девушка демонстрирует две разные позы.
Если бы мы рассуждали логически, то отражение в зеркале должно было бы быть похожим на оригинал. 56. Коричневая леди из Рейнхэм-холла. Таинственная и хорошо скомпонованная фотография коричневой леди из Рейнхэм-холла, вероятно, самая известная и получившая широкое признание фотография призрака из когда-либо сделанных. Снимок был сделан в сентябре 1936 года фотографами, документировавшими Рейнхэм-холл XVII века в Норфолке, Англии, для журнала Country Life «Сельская жизнь». Некоторые считают, что фотограф, капитан Хьюберт Правант, держал фотоаппарат на длинной выдержке, поместив голову под темную ткань фотоаппарата, что было особенностью камер того времени, пока его помощник Индри Шайра, закрывшись вуалью, спускался по дубовой лестнице и взволнованно требовал, чтобы он сделал снимок. К тому времени, когда Правант высунул голову, фигура уже исчезла, поэтому он решил, что Шайра не попал в кадр. Призрак, предположительно, принадлежит леди Дороти Таунсенд, несколько раз появлявшейся с начала 1800-х годов. Несмотря на то, что официальной причиной смерти леди Таунсенд была оспа, в многочисленных ужасающих легендах, появившихся позднее, говорится, что она была заперта в своей спальне собственным мужем за нарушение супружеской верности. Привидение, как сообщается, стало появляться периодически в холле с тех пор, как фотография была сделана. 57. Призрак лестницы Тюльпана. Как и большинство фотографий привидений, известный снимок призрака лестницы Тюльпана был сделан человеком, который и не подозревал, что поймал в кадр что-то необычное, пока не проявил его. Преподобный Ральф Харди, отставной священнослужитель из Британской Колумбии, посетил Квинс-хаус, дом королевы, в Национальном морском музее в Гринвиче, в Англии, в 1966 году, где он сделал снимок интересной винтовой лестницы, известной также как лестница Тюльпан. Харди вернулся домой, проявил фотографии и показал друзьям, один из которых спросил, кого это он сфотографировал на лестнице. Удивленный, Харди ответил, что не имеет ни малейшего понятия, потому что когда он делал снимок, там никого не было. Фотографию изучали специалисты, некоторые из которых были из Кодека, и все они подтвердили, что фотография не подделана. Личность призрака, если это действительно он, остается неопознанной, однако некоторые предполагают, что это кто-то из прислуги, будто бы умерший на лестнице 300 лет назад. 58. Лорд Камбермер. На этом фото предположительно изображен призрак мужчины, который был похоронен очень далеко от того места, где был сделан снимок. Лорд Камбермер умер в своем экипаже незадолго до того, как фотограф-любитель Сайбел Корбет сделал фотографию в библиотеке аббатства Камбермер, доме лорда. Чтобы проявить снимок, Корбету потребовалось около часа, и когда изображение появилось, оказалось, что человек, похожий на Камбермера, сидит в его любимом кресле. Примечательно, что у фигуры нет ног, что наводит еще больший ужас, потому что лорд Камбермер лишился ног во время той аварии. 59. Мадонна кладбища Бачелорс Грув. Эта паранормальная фотография была сделана Американским научно-исследовательским обществом призраков во время визита на кладбище Бачелорс Грув в Иллинойсе. Группа посетила маленькое заброшенное кладбище на окраине Чикаго, когда от их оборудования были получены мистические данные. И хотя призрак не был виден, группа сделала снимок в предполагаемом месте его нахождения. На проявленном снимке оказалась женщина в устаревшей одежде, сидящая на надгробном камне. Бачелорс Грув известен тем, что является самым населенным привидениями кладбищем в мире. 60. Призрак мыса Карабори. Призрак также известен под именем Наблюдатель. Он якобы был пойман в кадр преподобным Бланшем в 1959 году во время его визита на скалы Карабори. Бланш рассказал, что он был один, когда делал фотографию, а фигуру увидел только когда проявил снимок.
примечательно, что появившаяся в длинном платье фигура была показана разным людям, и все они по-разному описали ее, как женщину в ночной сорочке, как женщину в традиционной местной одежде и как священнослужителя. Этот мыс имеет духовное значение для коренного народа. 61. Призрак кладбища Бут-Хилл. Терри Айк Клентон, актер и поэт-ковбой, основатель сайта tombstonearizona.com, сделал фотографию друга в одежде ковбоя 1880-х годов на кладбище Бут-Хилл в Аризоне. Клентон сказал, что неожиданное появление странного человека на заднем фоне навсегда изменило его отношение к фотографиям призраков. Фигура выглядит как человек в черной шляпе, возвышающийся над землей таким образом, что кажется, будто у него либо нет ног, либо он стоит на коленях. Клентон упомянул, что снимок был сделан на пленку, а не на цифровой фотоаппарат. Он говорил, что попытался переснять фотографию, но у него не получилось. 62. Призрак Амитивилля. Этот пугающий снимок был якобы сделан в небезызвестном доме Амитивиль во время исследования, возглавляемого специалистами по паранормальным явлениям Эдом и Лоррейн Уорренами. Камера была установлена на лестничной площадке второго этажа. Она была заправлена черно-белой инфракрасной пленкой и снимала всю ночь. Во всех полученных изображениях, кроме этого, не было ничего необычного. Джордж Лутц, глава семьи, находящийся в центре истории ужасов Амитивилля, показал снимок на шоу Мерва Гриффина в 1979 году и предположил, что это может быть призрак Джона Дефео, мальчика, убитого в доме до того, как семья Лутц переехала в него. Подлинность фотографии, как и история дома Амитивиль, находится под большим сомнением. Некоторые придерживаются мнения, что на снимке изображен Пол Бартс, который входил в состав исследовательской группы Уорренов. 63. Девочка в Англии. Тони Арахили сделал фотографию загадочной девочки, стоящей среди языков пламени в административном здании города Шропшир в Англии, сгоревшем дотла в 1995 году. Сильный жар огня не оставляет сомнений, что живой человек даже не смог бы там находиться, а она спокойно стоит так близко к огню. Поэтому был сделан вывод, что девочка должна быть сверхъестественным существом. Некоторые жильцы города подтверждали, что призрак очень похож на Джейн Чурн, девочку, которая в 1677 году случайно подожгла дом. Большая часть города верила, что после смерти она бродит где-то в этих местах. Арахили представил фотографию Ассоциации научных исследований аномальных феноменов, которая, в свою очередь, посоветовалась с директором Королевского общества фотографов, который сказал, что фотография не подделана. Однако другие члены этого общества назвали снимок обманом. 64. Мальчик на ферме. В 2008 году фотограф Нил Сэндвич делал фотографии фермы в Хертфордшире, в Англии, для пары, которая планировала сыграть там свою свадьбу. Просматривая свои цифровые снимки позднее, Сэндвич был удивлен, увидев отчетливую призрачную фигуру мальчика, выглядывающего из-за угла здания. Молодожены спрашивали потом сотрудников фермы, видели ли они что-то жуткое или необычное в этом месте. Некоторые рассказывали, что видели фигуру мальчика, одетого в белую ночную одежду. 65. Призрак госпиталя Вейверли-Хиллз. Заброшенная туберкулезная больница в Луисвилле, штат Кентукки, повидала изрядную долю страданий и смертей во время своей работы во второй половине XX века. Она даже завоевала репутацию одного из самых населенных призраками мест в Америке и важного места для охотников за привидениями. На этой фотографии, сделанной в 2006 году, запечатлен разрушенный коридор. Некоторые говорят, что фигура напоминает Мэрили, медсестру, которая повесилась, когда узнала, что беременна от доктора, который, узнав о ее беременности, не захотел признать, что имеет отношение к будущему ребенку. 66.
Призрак ребенка на кладбище штата Квинсленд. В середине 1940-х годов госпожа Эндрюс пришла на кладбище штата Квинсленд в Австралии на могилу своей дочери, которая умерла в 1945 году, когда ей было 17 лет. Не заметив ничего необычного, женщина сделала снимок могилы и была шокирована, увидев потом на нем призрачную новорожденную девочку. По словам исследователей, фотография, скорее всего, не могла быть получена в результате двойной экспозиции, поскольку во всем рулоне пленки больше нет снимков детей. Могилы двух новорожденных девочек были позже обнаружены недалеко от места, где была сделана фотография. Видимо, на фотографию попал призрак одной из девочек. 67. Призрак монаха в Ньюби. Это странное привидение появилось на фотографии, сделанной преподобным Кеннетом Лордом в 1963 году в церкви Утешителя Христа, Ньюби. До этого в церкви не было никаких доказательств присутствия паранормальных явлений. Особенно тревожащим является то, что фигура опустила лицо, которое многим видится маской или уродством, а также необычно высокий рост призрака, чуть больше 2,5 метров, судя по окружающим предметам. Специалисты говорят, что этот снимок не является результатом двойной экспозиции, но несмотря на его подлинность, он все равно остается довольно спорным. 68. Матросы с Уотертауна. Когда американское судно Уотертаун шло из Калифорнии в Новый Орлеан, на борту произошел несчастный случай. Двое матросов отравились парами нефти. Их тела похоронили в море у берегов Мексиканского залива. Через день вахтенный увидел лица погибших товарищей в воде. Конечно, он сообщил об этом команде, и в следующий раз призраков видел уже весь экипаж. Прибыв в пункт назначения, капитан доложил о случившемся и получил задание сфотографировать загадочное явление. Вновь идя у побережья Мексики, команда увидела лица в волнах залива. На этот раз их удалось сфотографировать. Фотографии, фотографический аппарат и пленка были переданы в бюро расследований, но проведенная там экспертиза не обнаружила никаких признаков фальсификации. 69. Девушка в торговом центре. На снимке изображена девушка, которая стоит перед автоматом с фильмами в торговом центре. Все бы ничего, но ее голова неестественно развернута назад и вниз. Пользователи уверены, что на фотографии одержимая. Но что происходит на снимке на самом деле и как он получился, доподлинно неизвестно. 70. Призрак смерти. Этот жуткий снимок сделала камера видеонаблюдения в больнице. На ней что-то жуткое и неопознанное возвышается над койкой, наклоняясь к пациенту. К слову, через несколько секунд мужчина на кровати умер. Пользователи сети уверены, камера зафиксировала что-то потустороннее, невоспринимаемое глазом человека. И правда, работники медучреждения утверждают, что ничего подобного не видели. Фейк ли это, специалистам выяснить не удалось. На этом я бы хотел закончить это видео с 70 реальными фотографиями, которые невозможно объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. GPS-навигатор в 1948 году. Поклонники ретро-кино обратили внимание на одну из сцен в фильме «Форт Апачи». По мнению некоторых зрителей, мужчина держит в руках предмет, напоминающий телефон или навигатор. Для ленты 1948 года это, конечно, маловероятно. Скорее всего, в руке у героя фильма фотография, блокнот или же зеркало. Во всяком случае, такого мнения придерживаются те, кто не верит в конспирологические теории или путешествия во времени. Вот такими у нас получились 70 реальных фотографий, которые невозможно объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео.
Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.